Мужчина-пьяница по имени Джейк жил в небольшой деревушке, окруженной густым лесом. Он был известен своими пьянствами и неразберихой, которую он оставлял после себя. Его жизнь была разрушена, и он не видел никакой надежды на изменения. Он постоянно выпивал в местном баре и ввязывался в конфликты с местными жителями. Люди, которые знали Джейка, пытались избегать его, чтобы не нарваться на неприятности и конфликты. Джейк был частным гостем полицейских участков, где его задерживали на 15 суток, но потом вновь отпускали на свободу. Так и проходила жизнь мужчины, у него не было цели в жизни, он лишь существовал одним днем, не задумываясь, что будет завтра. Ко всем людям он относился с агрессией и непониманием, для него было нормой ударить незнакомого старика на улице и просто пойти дальше, он не испытывал сострадания к людям. Однажды вечером, когда Джейк опять был в состоянии алкогольного опьянения, он возвращался домой, по тропе, которая тянулась мимо леса. Он каждый день ходил этой дорогой и не встречал ничего необычного, но в этот раз он заметил на тропе волчонка, который был серьезно ранен. Его первой реакцией был не испуг, а желание избавиться от беззащитного волчонка. В голове мужчины сразу возникла мысль застрелить животное. Так как его дом был в нескольких десятках метров от места, где лежал волчонок, пьяница побежал домой, чтобы схватить пистолет, который достался ему от покойного отца. Он долго бродил по дому, пытаясь найти оружие. Джейк был полон ярости и желания нанести вред этому маленькому безобидному созданию. Он никак не мог понять, почему ему так хотелось причинить боль и страдания. Наконец, найдя старый пистолет, Джейк вышел на улицу, пришел на место, где лежал волчонок, прицелился и собирался выстрелить. Но в этот момент произошло то, чего Джейк не забудет до конца своей жизни. Из глубины леса выбежала волчица, громко завыла и напала на мужчину. Она сбила его с ног и повалила на землю. Джейк сначала не понял, что произошло, но осмыслив произошедшую ситуацию, он приподнял глаза и увидел ужасающее зрелище. Волчица стояла над ним, рычала и показывала свои острые клыки. Мужчина отчаянно пытался отстраниться, но каждое его движение вызывало новую волну агрессии со стороны волчицы. Несмотря на свою пьянствующую натуру, Джейк почувствовал, как страх и ужас проникают в самые глубины его души. В его голове возникли мрачные мысли о собственной смерти. Он понял, что в этот момент могут случиться ужасные вещи. Но волчица не стала его добивать. Она отошла на несколько шагов и продолжала рычать, но уже не нападала. Джейк был сбит с толку и не мог понять, почему волчица не желает нанести ему смертельный удар. Постепенно, страх уступил место осознанию. Джейк понял, что он получил шанс на изменение своей жизни. Волчица, как будто осознавая его понимание, повернулась и медленно двинулась обратно в лес. Джейк ощущал смешанные чувства облегчения и недоумения. Он не мог поверить, что волчица не только прекратила атаку, но и позволила ему уйти. Было что-то загадочное и магическое в ее непредсказуемом поведении. Он смотрел, как она покидает его поле зрения, медленно и грациозно двигаясь среди деревьев. Волчица казалась ему одновременно страшной и прекрасной, могучей и хрупкой. Джейк решил, что это был знак судьбы. Он понял, что у него есть возможность начать все с чистого листа, изменить себя и свою жизнь. Джейк воспринимал встречу с волчицей как необычное событие, как подарок судьбы, который он не мог проигнорировать. С волнением в сердце и новой решимостью в душе он решил двигаться вперед, идти по новому пути. Мужчина остался лежать на земле, осознавая, что он и в действительности был волком в своей жизни. Его пьянство и разрушение были его собственным оружием, которое он использовал против себя и окружающих. С тех пор Джейк решил измениться. Он отказался от алкоголя и начал работать над собой. Он стал помогать в деревне, постепенно восстанавливая свою репутацию. Люди начали замечать его изменения и поддерживать его. Джейк стал важным членом сообщества. Он не только помогал бедным и нуждающимся, но и рассматривал все более широкий круг вопросов, где мог применить свои умения и ресурсы. Он делал все возможное, чтобы исправить свои прошлые ошибки и не только извлечь уроки из них, но и помочь другим избежать подобных ситуаций. Джейк глубоко осознал, что все мы, в конечном счете, ошибаемся. Но важно научиться не только принимать свои ошибки, но и активно работать над тем, чтобы не повторять их в будущем.
Он сам стал ярким примером для окружающих, как человек, который не боится признавать свои ошибки и делает все возможное, чтобы исправить свои действия. Но это было не только про его личное развитие, но и вклад в общество. Он постоянно ставил перед собой цель не только решить текущие проблемы и помочь нуждающимся, но и создать условия для их долгосрочной самоорганизации и развития. Каждый раз, когда Джейк видел волков в лесу, он помнил о том, как волчица спасла его от собственного разрушения. Он благодарил ее в своих мыслях и поклялся никогда не забывать свой урок. Изменение Джейка не произошло мгновенно, но каждый день он становился лучше и лучше. Он перестал быть пьяницей и стал надежным и заботливым человеком. Его история стала примером того, что даже самые безнадежные случаи могут найти свой путь к улучшению. Таким образом, история пьяницы, который хотел застрелить волчонка, но был спасен волчицей, стала источником вдохновения для всех, кто сталкивался с подобными проблемами. Иногда наши самые мрачные моменты становятся теми, которые меняют нашу жизнь к лучшему. Вот такая удивительная и ужасающая история произошла с мужчиной по имени Джейк. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.